Ирина Дубцова – певица, поэтесса, композитор, актриса. Музыка – это жизнь для Ирины. Она помогает ей всегда и во всем. Когда певице плохо, она пишет стихи или музыку. Таким образом, она расстается с негативными эмоциями. Она человек настроения. Гнев на милость меняет быстро. Некоторые композиции Ирины автобиографичны, из ее жизни. Это песни о нем, роман, ешь, молись, люби, кому, зачем. Если брать остальное творчество Дубцовой, то это истории ее родных, друзей, подруг и знакомых. Порой она вдохновляется сюжетами фильмов и сериалов. В представлении Ирины отношения между мужчиной и женщиной – это долгострой. И если один старается возводить дом по кирпичику, а второй этот кирпичик убирает, ничего хорошего не получится. Давайте разберемся, смогла ли Ирина Дубцова возвести свой долгострой и как складывается ее личная жизнь сейчас. Ирина Дубцова родилась в Волгограде 14 февраля 1982 года. Ее родители шутят. Девочка с первых минут жизни показала свой характер и способности. Они ничуть не сомневались в том, что малышка со временем станет певицей. Голос у Ирочки был таким звонким, что других новорожденных в роддоме просто не было слышно. Папа очень гордился этой особенностью дочери. Он считал, что по-другому быть не могло. У Виктора Дубцова, известного волгоградского музыканта, дочка просто обязана иметь хорошие вокальные данные. Внимательные, умные и дальновидные родители сделали все возможное для гармоничного развития дочери. Ирина хорошо училась, прекрасно читала стихи, сочиняла романсы, сама была исполнительницей своих первых произведений. В 1993 году родители Ирины Дубцовой основали в Волгограде музыкальный коллектив под названием «Джем». Ведущее место среди юных талантов занимала их дочь Ирина. Однако и кроме Ирины, здесь было немало талантливых ребят. Соня Тайх, которая позднее входила в группу «Лицей», Андрей Захаренков, который впоследствии получит известность под псевдонимом Прохора Шаляпина, и будущая солистка Монакини Таня Заикина. Недоброжелатели часто упрекали Дубцовых в том, что их дочь находится в коллективе на особом положении, но это была обыкновенная человеческая зависть. Руководство коллективом осуществляла Наталья Дубцова, продюсером был Виктор Дубцов. В репертуаре «Джема» было 4 десятка песен, большую часть которых написала Ирина. Когда Дубцова-младшая окончила музыкальное училище, ее отец предпринял решительные шаги для развития дальнейшей музыкальной карьеры дочери. Ему казалось, что у Ирины есть все данные для того, чтобы стать звездой российской эстрады. Виктор не ошибся в оценке уровня таланта своей дочери. Пик популярности певицы Дубцовой пришелся на период, проведенный ею на «Фабрике звезд 4». Продюсером сезона был Игорь Крутой. Ирина стала лучшей вокалисткой 4-го сезона «Фабрики». Самой популярной композицией во всей истории проекта называют песню Дубцовой «О нем». Ирина не только талантливая исполнительница, но и замечательный композитор. Хиты Дубцовой востребованы. Их включают в свой репертуар звезды российской эстрады – Зара, Алсу, Филипп Киркоров, Антон Макарский, Тимати и Амин. Редко бывает так, чтобы у человека во всех сферах жизни был идеальный порядок. Личная жизнь вокалистки не так успешна, как ее музыкальная карьера. Когда девушке было 16 лет, она познакомилась с Романом Черницыным, вокалистом, певшим в группе «Плазма». Впервые они пересеклись на выступлении в Волгоградском клубе и сразу почувствовали друг другу интерес. Вот только потом общение прервалось из-за переезда Романа в столицу. Примерно через полгода Ирина тоже приехала в Москву и сразу позвонила Роману. Черницын приехал к Дубцовой через 20 минут, и они поехали кататься по городу. Роман показывал Ирине город. Их дружба продолжалась несколько лет. За это время они узнали друг о друге все. В очередной раз они встретились в Волгограде, куда приехали праздновать наступление 2003 года. В тот момент они взглянули на свои отношения по-новому. Тогда же случился их первый поцелуй. Через 6 лет после знакомства на программе «Фабрика звезд» состоялось их свадебное торжество. Это был презент от продюсеров музыкального шоу. Для близких Дубцовой, сделанное прямо во время отчетного концерта «Фабрики» предложение руки и сердца не стало неожиданностью. А вот певица немало смутилась, ведь считала помолвку интимным делом. В любом случае, Черницын услышал заветное «да», ну а позднее Ирина представила поклонникам композицию «Роман», где явно говорилось о глубоких чувствах к избраннику. Еще через 2 года у музыкантов родился сын, которого они назвали Артемом. Но семейную жизнь Ирины только с большой натяжкой можно было назвать счастливой. Возлюбленные начали отдаляться друг от друга и в итоге не смогли сохранить семью. Но почему так случилось? Ирина позднее объясняла сложившуюся ситуацию так.
Мне нужен тот, с кем я могла бы расслабиться. Я хочу, чтобы мужчина был для меня стеной, но в то же время не посягал на меня как на личность, не пытался изменить, переделать. На этом мы не сошлись с Ромой, но благо смогли расстаться цивилизованно, отмечала артистка в интервью. Впрочем, окружающие называли совсем иные причины развода. Для Ирины, привыкшей общаться с представителями золотой молодежи, Роман был недостаточно обеспеченным мужчиной. Ирина сама развалила брак. Она постоянно искала у Ромы какие-то минусы. Обвиняла его в том, что он якобы ее унижал, обзывал страшной и толстой, чуть ли не избивал. Закатывала страшные истерики, собирала вещи и уходила. Черницын все это терпел. Ради сына пытался сохранить семью, но в итоге они решили окончательно расстаться, подав на развод. Спустя время Ирина медленно, но верно, используя дипломатию и прикладывая максимум усилий, смогла наладить общение с Романом. Сейчас она может назвать Черницына своим самым близким другом, чему бесконечно рада. Мы с моим бывшим супругом, наверное, настоящий пример того, как нужно расставаться и сохранять дружеские отношения, подчеркивает Ирина. Вскоре после разрыва с Романом у Ирины начались двухлетние отношения с владельцем сети стоматологических клиник Тиграном Мальянцем. Грянул кризис, и пока Тигран занимался спасением бизнеса, 26-летняя Ирина оставалась с маленьким сыном и 10-летней дочкой любовника от прошлого брака. В какой-то момент у Дубцовой опустились руки. Она испытывала чувства к избраннику, однако понимала, что из их жизни никуда не денется ни девочка, ни ее мама, которая была всей этой историей, мягко говоря, недовольна. В 2014-м Ирина влюбилась в третий раз. Ее избранником стал диджей и музыкант Леонид Руденко. Пара ездила на Мальдивы вместе с сыном Ирины. Кроме того, влюбленные записали дуэт, чем спровоцировали слухи о пиар-романе. Певица отмечала, что не видит ничего странного в том, чтобы записывать треки с коллегами по цеху. Спустя год пара распалась, однако Ирина продолжала дружить с Леонидом и периодически публиковала фото с ним в соцсетях. Напрасно поклонники намекали на возобновление отношений с диджеем. В ответ Дубцова лишь шутила, отметая любые нелепые слухи о себе. Певица признавалась, что за ней нередко ухаживали женатые мужчины, однако разрушать семьи для нее табу, поэтому поклонники получали отворот-поворот. Однажды звезде даже предлагали €1 000 000 за интим, однако она отказала наглецу. При этом артистка рассуждала, что у нее нюх на альфонсов и слабых мужчин, да и бедным ухажерам рядом с ней не место. Певице приписывали немало романов со знакомыми и коллегами по цеху, однако она отмечала, что максимум 20% из того, о чем толкуют СМИ, является правдой. При этом звезда не отрицала, как человек творческий, она часто использует личные переживания для создания песен. Внешность артистки часто становится предметом обсуждения. Иногда ее вес сильно колеблется, и фанаты связывают данный факт с удачной диетой, которую выбрала вокалистка. На самом деле все обстоит совершенно не так. Ирина подвержена сезонной аллергии. Когда наступает период обострения, она принимает гормональные препараты. Вместе с исчезновением аллергенов удаляется лишний вес. Исполнительница продолжает выпускать клипы, писать песни другим артистам, участвовать в телешоу, в популярной ныне «Маске» и «Ты супер» на НТВ. Но почему же личная жизнь звезды не так успешна, как творческая? Возможно, потому что перед глазами Ирины стоял идеальный пример отношений, дотянуться до которого крайне сложно – семья ее родителей. Папа Дубцовой неожиданно умер из-за оторвавшегося тромба в 2011-м, но мама до сих пор с трепетом вспоминает мужа и не ищет ему замену. «Всегда мечтала, чтобы у меня все получилось, как у родителей», – откровенничала Ирина. «Встретить мужчину, с которым проживу всю жизнь, как они. Для меня семья – это долгострой, где отношения нужно постоянно поддерживать». Поклонники подозревают, что певица уже нашла свой идеал, однако не показывает его публике, предпочитая оставлять личное за кадром. Одно ясно точно – избраннику Дубцовой очень повезет, ведь в свои 40 артистка легко даст фору молодым девушкам. Ирина считает себя счастливым человеком, живет сегодня и сейчас, от завтрашнего дня ждет только приятных сюрпризов. Или готовит эти сюрпризы для своих близких.